Здравствуйте. Добро пожаловать на канал About Animals. 1987 год, Афганистан. Молодой мужчина, как и многие его ровесники, добровольно попросился на афганскую войну. Написав соответствующее заявление с просьбой отправить его в горячую точку, он захотел одновременно испытать себя и отдать свой долг родине. К сожалению, он тогда не знал, чем для него обернется этот поступок и как простой клочок бумаги отразится на его дальнейшей жизни. Небольшая часть советских войск расположилась в горах Памир. Предполагалось, что по этой территории должна была пройти армия пуштунов для подкрепления основных войск, ведущих боевые действия с советской армией на границе с Афганистаном и Таджикистаном. В этих местах служить было тяжело. Необустроенный быт, страх лишиться жизни или потерять близкого товарища. Все это заставляло постоянно нервничать, опасаться удара в спину и вызывало бессонницу. Поэтому герой этой истории с радостью подменял сослуживцев, если те просили постоять за них в дозоре. Молодой мужчина плохо спал и поэтому легко мог простоять всю ночь на посту, не смыкая глаз. Когда вокруг было затишье, парень развлекал себя общением с разными животными. От скорпионов до змей. Однажды, в траншее, мужчина наткнулся на маленьких детенышей кобры. Он давно уже привык к присутствию ядовитых существ, поэтому почти не испугался, хоть и отнесся к такому соседству с должной осторожностью. Его рота долгое время не меняла свое местоположение, парень часто дежурил в одном и том же месте, где и обитали маленькие кобры. В дозоре юноша, больше для развлечения, часто подкармливал этих детенышей. Змеи сначала относились к человеку настороженно, а потом привыкли, что он оставляет для них еду. Хотя к себе они его близко не подпускали, издалека демонстрируя готовность обороняться. Сослуживцы удивлялись странным отношениям между человеком и змеями. Обычно, военные старались истребить вокруг места своей ночевки всех опасных хищников, чтобы ночью людям ничего не угрожало. А тут молодой воин сам приручает ядовитых созданий. Но так как на войне почти каждый находил для себя необычное хобби, то выводок кобр решили не трогать и просто дали змеям спокойно жить. Правда, под ответственность этого молодого мужчины. В тот день парень вновь не смыкал глаз и сам вызвался подменить на посту одного своего товарища. Его дежурство быстро пролетело. Сменщик должен был уже давно прийти, но почему-то задержался. Прошло больше получаса, а на его смену никто не приходил. Солдат сразу почуял что-то неладное, он решил выбраться из окопа и узнать, что произошло, но как только он попытался это сделать, на него сверху упала огромная кобра, которую он тоже иногда подкармливал. Она вела себя крайне агрессивно. Расправив капюшон, змея перегородила человеку путь. Парень сильно испугался и застыл, как вкопанный, боялся пошевелиться, ведь змея в любой момент могла атаковать, поэтому ему оставалось лишь неподвижно стоять и ждать, когда земноводная успокоится. Так он простоял несколько часов, и только когда начало светать, кобра ослабила стойку и плавно опустилась на песок. Затем она спокойно отползла в сторону, будто и не собиралась нападать на человека. Парень от счастья выпрыгнул с окопа и со всех ног помчался в часть. Когда он прибежал к месту, то внезапно наткнулся на несколько бездыханных тел своих сослуживцев. Оказалось, что пока юноша стоял в дозоре, пуштуны напали на лагерь и бесшумно вырезали весь боевой состав. Парню удалось найти рацию и вызвать подкрепление, но было уже поздно. Благодаря кобре, молодой мужчина оказался единственным выжившим в этой бойне. Змея задержала парня на посту, не давая ему подойти к военному лагерю, который был уже обречен. Позднее юношу обвиняли в предательстве. Но доказать виновность постового в произошедшем так и не смогли. Поэтому мужчину просто комиссовали. Так или иначе, но этот случай показывает, что любое существо способно испытывать чувство благодарности, а самый незначительный добрый поступок может в дальнейшем спасти человеку жизнь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.